Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня мы с тобой порисуем вот такую замечательную собачку акварелью. Ну что, начнем. Для работы нам понадобится простой карандаш, пластик, бумага и акварель. Я беру простой карандаш и начинаю вот в этой области примерно, верхней четвертинки листа, рисовать голову моей собаки. Голова у меня вот такая, похожа на треугольник. Макушка закругленная, и дальше у меня переходит в тонкую шею. А здесь у собачки туловище. Посмотри, здесь грудка у меня будет пониже, а в области хвоста повыше. Здесь я нарисую вот такой хвостик. А в этой области нарисую вот такие коротенькие лапки. Одна и вторая. Также рисуем вторую ножку. Внизу лапка вот такая, и кверху она расширяется. Рисуем задние ноги. У собак коленки назад, вот таким образом. И здесь вот такая нижняя часть лапки. Вторая задняя нога будет чуть дальше находиться. И выглядит вот так. Здесь я нарисую длинные острые уши. Вот такие. В этой части у меня будет носик. Здесь я немножко поправлю, а вот здесь у меня будет грудка другого цвета. Здесь у меня будет вот такой овальный глаз. Рисую овальчик, внутри зрачок, также овальчик, и оставляю место для блика. Поправляю линию, вот эту мне нужно чуть-чуть ее сделать более плавной. Вот так. Исправлю ножки. Я рисую по тем же линиям, просто сделаю чуть-чуть ножки потоньше, потому что мне кажется, что так будет лучше. Вот такая собачка у меня получилась, эскиз моей собачки. Теперь я буду приступать рисовать красками. Я беру оранжевый и голубой цвет, они хорошо между собой сочетаются. Верхнюю часть собаки я буду рисовать оранжевым цветом. Предварительно я развела красочку с водой, набрала ее в кисточку вот так и равномерненько делаю заливку. Собаку мы будем с тобой рисовать градиентом. Градиент — это растяжка от цвета к цвету. Сначала я заливаю голову полностью вот так вот ровненько. Посмотри, как я растягиваю цвет. Акварель любит много воды, но воды тоже должно быть не слишком много, чтобы у нас не потонуло. Нужно найти баланс. Далее я добавляю вот такой цвет. Он похож на красный, но не совсем красный, больше ближе к фиолетовому. И посмотри у меня, что происходит. Оранжевый смешивается с этим красным цветом. Получается такая растяжечка красивая. Теперь я добавлю сюда дальше фиолетового цвета. Все красочки я предварительно разбавила водичкой, развела до нужной консистенции. Вот здесь у меня получилось много воды, но потом я ее уберу. Вот так я кисточкой ее сгоняю. Посмотри, как смешиваются красочки. Теперь вот в этой области я буду закрашивать голубым. Я также беру голубую красочку на кисточку. Много воды у меня здесь получилось, но ничего страшного, потом я ее уберу. Цвет у меня будет просто не насыщенный. Чем больше воды, тем сильнее у нас акварель разбавляется. И всю воду я сгоняю в сторону хвостика. Также вот сюда на лапку. Лапку я начинаю закрашивать синим. Кончик хвоста я сделаю рыжим. Промою как следует кисточку, возьму рыжий цвет и вот так вот
смешаю. И также лапку. Чуть-чуть уберу сухой кисточкой лишнюю воду. Лапку начну снизу оранжевым цветом. У меня смешивается, получается пока что безобразие, но вот так вот я вытяну цвет, лишнюю воду с лишним цветом. И добавлю сейчас еще оранжевого. Вот так. Вот теперь хорошо. Собираем лишнюю красочку сухой кисточкой. Начинаем закрашивать ушки. Также беру голубой цвет на кисточку. У меня такая густая кисточка, очень хорошо набирает воду. Смотри, чтобы у тебя не было лишней воды. Это нужно учитывать. А верхнюю часть ушка я также сделаю рыжую. Сначала я беру красный цвет, немножко смешаю, чтобы был более плавный переход. И самый верх сделаю рыжим. Лишнюю воду я также собираю кисточкой. Добавляю голубого цвета. И в само ушко добавляю рыжий цвет. Вот так. Я регулирую объем воды на разных участках по-разному. Это нужно для того, чтобы был разный эффект. Чем больше воды, тем больше затекания краску в краску. Меньше воды, меньше растяжка и менее ярко выраженные пятна. Так, верхнюю часть ушка, второго ушка я также делаю рыжий. Далее вливаю красный цвет и голубой. Мы учимся делать градиент акварелью. У меня острый кончик на кисточке. Постарайся также найти кисточку с острым кончиком, потому что это важно, чтобы не вылазить за границы нашего рисунка. Вот такие ушки у меня получились. Теперь я беру голубую краску, смешанную с черным, и рисую вот эту лапку, та, которая у нас дальше от нас находится, этим цветом голубой с черным. Для чего это нам нужно? Она у нас находится в отдалении и находится в тени, поэтому мы ее делаем более темной. Вот эту часть брюшка я буду закрашивать светло-бежевым цветом. Я беру охру, разбавляю ее стильно водичкой. Цвет называется охра. Он такой желто-коричневый. И вот так вот аккуратненько растягиваю брюшко, чтобы оно было светлым, не очень темным. Вот так. Такое брюшко у меня получается. Возьму голубой цвет и вот эту лапку переднюю, которая на переднем плане, буду закрашивать голубым цветом. Нижнюю часть лапки мы также сделаем оранжевой. Посмотри, какой у нас хороший градиент получился на голове. Переход от головы к туловищу. Вот так я нарисовала нижнюю часть. И теперь аккуратненько соединю эти две части красным цветом. Опять у меня получилось много воды. Соберу излишки.
И распределю немножко краску, так, чтобы она смешалась. Заднюю лапку, вот эту вот четвертую, я рисую опять же темно-синим цветом, тот, который я смешала голубой с черным, так как он находится у нас на заднем плане и в тени. Нижнюю часть я нарисую голубеньким. Излишки воды я соберу сухой кисточкой. Носик сверху я закрашу также этим голубым. Оставлю место для блика. Далее возьму темно-синий, который смешала голубой с черным. И сделаю также градиент на носике. Сразу градиент у нас создает эффект тени. Закрашу этим темно-синим также зрачок. Оставляю на зрачке место для блика. У меня острый кончик на кисточке, поэтому у меня получается аккуратно. Если у тебя недостаточно острый кончик, бери кисточку тоненькую, остренькую. Далее вокруг глаза я смешиваю оранжевый с коричневым. У меня получается такой цвет потемнее, чем рыжий, но и не коричневый. И вот так вокруг глаза, в области ближе к носу, я рисую вот такую полосочку. Это у меня тень. И на носу я нарисую вот такие точечки, для того, чтобы у нас была более интересная собачка. Вот такая мордочка у нас уже получилась. Возьму темно-синий и нарисую на попке около хвостика такие же пятнышки, как на носу, разного размера, несколько штучек. Добавлю вот сюда еще побольше тени, сделаю более темный. Посмотри, сразу становится у нас видно, что лапка на заднем плане. Вот такая собачка у меня получилась. Стилизованная, интересная. Еще разочек обведу вокруг глаза. Сделаю глаза более выразительными. Напоминаю, ввожу я рыже-коричневым цветом. Вот так. Ну что, вот такая собачка у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.